Так, меня Жанай зовут, руководитель нашего проекта Данис Арсекова. И этот наш проект, он поддерживается Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан. И мы работаем над проектом по картированию полезащитных лесных полос, их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и водные ресурсы. И рассматриваем перспективу расширения с использованием геопространственных технологий в Акмолинской области. Я сейчас кратко представлю цели и задачи, чего мы хотим достичь этим проектом, и потом коллеги будут дальше рассказывать, что мы делаем в этом проекте. Вот у нас в Казахстане, в принципе, как во всем мире, большие проблемы с водными ресурсами. С одной стороны, у нас наводнения большие, с другой стороны, у нас засухи. И как нам решить эту проблему? То есть рациональным является это изучение, то, что делается в других странах, и как они свои проблемы решают. То есть вот эти проблемы наводнения они сейчас по всему миру, и засухи тоже по всему миру. И что у нас делается с этими проблемами? У нас наш президент Токаев, то есть постоянно указывает, что, как делать, как двигать. И то есть даже когда у нас наводнения были, то есть постоянно требуется указания, что-то улучшать и совершенствовать. То есть вот такая проблема у нас есть большая со всеми этими чрезвычайными ситуациями. И вот одна из больших проблем, то, что как у нас были в этом году наводнения, то есть 2 основные причины были и 2 направления. То есть наводнение, то, что вот эти паводки были на реках, и то, что дамбы прорвали. И был другой тип наводнения. Это вот даже у нас вице-министр Казахстана Бауыржан Сыздыков говорил, что вода пошла со степей. И получается, со степей вода пошла, и получилось, из-за чего вода пошла, то, что изменения климата идут, и получилась корка. Корочка, и то есть осенью у нас получилось, что почва замерзла, и получилась корка, и потом опять было то холодно, то жарко, снег пошел, и вот эта корка, замерзшая прослойка на почве, не позволила просачиваться в воде, и вода просто побежала со степей. И как раз об этом наш вице-министр по чрезвычайным ситуациям говорит, что это якобы такая же ситуация произошла, и мы не были готовы, мы подготовились только к рекам, то есть ожидали там на реках все наводнения, но вода пошла со степей. Вот такая проблема. То есть получается, вот наше Министерство в чрезвычайных ситуациях, получается, в целом у них какая-то информация или дружба отсутствует с Министерством водных ресурсов и Министерством сельского хозяйства. То есть со времени, с древних времен всегда, и даже во время Советского Союза, это была стандартная процедура. То есть то, что произошло, это, в принципе, такие процессы, они часто происходили. И обычный процесс это подготовка к таким чрезвычайным ситуациям заранее. То есть делалось челизование. Вот видите, вот как раз пример показан, когда такие корочки получаются этими какими-то технологиями, тракторами, еще плугами, просто ее дробят, и чтобы вода оставалась и на полях. Ну и стандартная схема снегозадержания. То есть, получается, у нас Министерство чрезвычайных ситуаций плохо общалось с Министерством сельского хозяйства. Если бы была бы дружба, координация, можно было бы подготовиться и какие-то небольшие финансы выделить тем же фермерам, чтобы они вот эти процедуры челизования проделали бы и постарались бы побольше воды оставить на полях. То есть такие процедуры, они делались в советское время, потом и в Канаде, везде это стандартная процедура, то есть заранее готовится. И в этом плане как раз эти Министерства чрезвычайных сил, они общаются, разговаривают с Министерством сельского хозяйства и с водными ресурсами. И то есть проблема произошла у нас то, что наши министерства разрознены. То есть у них получается мало дружбы, мало общения. То есть получается у нас что? На чрезвычайные такие проблемы у нас случаются очень часто. То есть на чрезвычайные ситуации у нас выделяется очень много денег. То есть в бюджете Казахстана были огромные расходы. То есть вот за последние 5 лет практически порядка 300 миллиардов тенге, или это где-то 620 миллионов долларов, или где-то порядка 120 миллионов в год у нас уходит на всякие такие чрезвычайные дела.
И предлагается, то есть не ждать, пока эти чрезвычайные все дела случаются, а заранее вкладывать. То есть простая арифметика: $1 вложенный заранее, он экономит до $6 на последствиях. То есть мы заранее, чтобы готовились, чтобы вот эти все чрезвычайные агентства дружили с этим Министерством сельского хозяйства, потом с водными ресурсами, чтобы между ними дружба была, и плюс эти знания, чтобы мы больше готовились на местах, чтобы мы не ожидали, чтобы не обязательно президент все решал, все наши проблемы, а были какие-то знания, технологии, финансы, тем же фермерам какие-то знания передавались, и чтобы они заранее подготавливались. И вот то, что мы предлагаем и изучаем сейчас, это как раз возможности лесных полос. Вот как видите, контурно-полосная организация земель, в принципе, это исторически во многих странах это все время продвигается. У нас тоже в советское время продвигались контурно-полосные вот эти системы, но потом что-то у нас это как-то мало стали этим заниматься. Но это стандартная система, вот как видите, здесь показано, что если у нас как раз если на каком-то расстоянии с учетом топографии делать вот эти полосы, и вот такую организацию делать, вот, предположим, если у нас это стандартный такой дизайн на расстояние, делать небольшие канавки и продумать, где у нас эти лесополосы делать, то это вот стандартная система снегозадержания. Вот этим как раз мы и занимаемся, и нашим проектом мы как раз пытаемся продвинуть вот эту стратегию, то есть вернуться то, что было раньше, то есть любое новое – это хорошо забытое старое. Вот по этому принципу мы сейчас продвигаемся, но с учетом того, что сейчас очень большие технологические возможности, то, что вот эти дроны есть, потом спутниковые данные, то есть топографию, можно с большой резолюцией подготавливать на сантиметровом уровне. Как раз технические возможности огромные, то есть принцип остается тот же, то, что раньше было с древних времен, но просто мы добавляем эти технологические возможности использования геоинформационной системы. И как раз, об этом наш проект. И вот, цель и задача нашего проекта внедрять эти технологии, и чтобы эти технологии использовались фермерами, чтобы фермеры на местах все это делали. У нас как раз в кооперации 5 фермеров, мы как раз изучаем их земли и внедряем вот такую систему. Вот наши цели и задачи. Спасибо большое. Вот смотрите, чего мы хотим двигать, вот это контурно-полосную вот эту организацию пытаемся продвигать. И вот эта стратегия, то, что до этого говорилось, очень было бы выгодно продвигать в Центральной Азии, в Казахстане. Мы как раз думаем ее продвигать. И, в принципе, это с древних времен, это в латиноамериканских везде продвигается сейчас. И вот чтобы это лучше накапливать воду, и это связано еще с этими природными геопарками. Геопарки у нас плохо продвигаются в наших регионах Центральной Азии. И во всех других странах они достаточно хорошо продвигаются, и мы как раз пытаемся с этим увязать. И с чем это еще связано? Вот у нас даже огромная добывающая индустрия в Казахстане, а вот, предположим, как в других странах делают. Они как эти территории очищают, вот, предположим, если Германию взять, вот получается у нас вот такие страшные свалки, и опасные для людей, для флоры и фауны. А в Германии они такие места очищают, и потом, когда у них наводнение идет, они делают курорты. Вот можете представить, вот такая какая-нибудь яма, страшная свалка, они очищают, чистят, а потом, когда у них какое-нибудь очередное наводнение, они воду туда заливают и делают вот такой курорт. Вот, предположим, здесь была раньше добывающая индустрия, была страшное место. Они вот это очистили, и здесь потом, когда очередное наводнение было, просто воду направили и сделали здесь курортную зону. И вот такие вот для этого используются геопарки. И вот во всех странах мира, кроме наших стран, геопарки продвигаются. Вот в Китае тоже у них огромное количество этой индустрии, то есть гигантская. И в то же время они все такие эти зоны используют для геопарков. Они, то есть, это деньги очень хорошо считают и очищают все. И вот один из таких примеров – это вот парк Кекетухай, это наши соотечественники, как раз вот казахи, там уйгуры, киргизы, там вот это как раз горные, вот эти соколиными всякими вещами занимаются. И вот у них депрессионная зона такая страшная была, и то есть добывающая индустрия, тоже она какая до 2002 года она была заброшена, никому не нужна. И потом они в эту систему решили войти, в эту систему геопарков. И потом
им все требования дали, они все требования выполнили, вычистили и сделали категорию 5А лучшим геопарком мира. То есть вот как раз вот можете представить, как раз наши там эти соотечественники, они это говорят, только раньше скотоводством занимались, но благодаря тому, что геопарк сделали, они начали больше зарабатывать, и то есть жизнь лучше стала у них за то, что этот геопарк сделали. И вот другой пример, пример этой Канады, у них тоже добывающая индустрия большая, но они вот эти всякие зоны используют для этих водоплавающих птиц, и вот этим еще зарабатывают. Всяких эти рестораны, франшизы делают, эти китайцев много в этом, в Канаде, пекинские всякие рестораны. Вот таких систем у нас нет, университетов уток. Вот у нас в чем зациклены в этом в наших странах? У нас вот эти зоны вот этих сельское хозяйство пытается все увеличивать, увеличивать, там, сеять это, а в этих странах у них наоборот, они наоборот пытаются сохранить, и этих фермеров пытаются утихомирить, типа, чтобы они больше не сажали, то есть какой-то минимум сажали, а больше вот это сохраняли заболоченные территории, зарабатывали этим. И как раз вот эти заболоченные территории восстанавливают, и, предположим, всякие там эти водоплавающие плавают, какие-то охотники ходят, и эти фермеры могут небольшие там эти ночлежки им делать, и небольшие ресторанчики, и эти охотники могут у них ночевать. И охотники, причем очень богатые, со всего мира едут, с Австрии, там, с Америки, и они охотятся, там, фотографируются и что-то продвигаются в этом направлении. И мы как раз вот это хотим продвигать, вот эти как раз профессионального образования, и сделать какую-то небольшую базу вот на границе Канады-США, чтобы у нас здесь перевалка была, здесь люди куда-то ездили, в наших странах базовые вещи, foundation обучались, и потом кто хочет поработать, поучиться, приезжали сюда, смотрели, как что делать, могут в Китай, Кикетухай посмотреть здесь, и потом такие вещи продвигать в наших странах. И вот как раз мы это и предлагаем продвигать, вот где вот это, может быть, рядом с этими Ниагарскими водопадами, как раз у них вот эти всякие природные дела, они очень хорошо вот это используют и будут в такой единой системе. Вот такое предложение, если кому интересно сотрудничать в этом направлении. Добрый день, уважаемые коллеги. А, Я сегодня хотел выступить по тематике методов дистанционного зондирования по разграничению, скажем так, определения маски сельскохозяйственных культур. Несколько лет тому назад у нас был такой большой проект по целому Южному Казахстану. Была задача провести космический мониторинг зерновых культур всего Южного Казахстана. По результатам этих работ у нас стояла задача спутниковая оценка всех пассивных площадей яровых озимых сельскохозяйственных культур, спутниковая оценка площадей паровых полей, посевов зерновых культур, состояние, засорение и плюс урожайности всех этих зерновых культур. Вот у нас 4 области, мы работали тогда по 4, то есть Кызылординская область, Туркестанская область, Жамбылская область и бывшая Алматинская область. Сегодняшняя Алматинская область и Джесурская область. По результатам этого исследования мы создали, получается, методику по распознаванию культур, по оценке состояния, по оценке засорения и плюс еще по урожайности. Вот перед вами представлен целая методика, скажем, от начала посева до полной уборки. И все эти результаты были представлены в виде карты, в виде картосхемы. Создана целая база геоданных. Результаты еще представлены были в виде Excel, ну и так далее. И так далее. В ходе работы использовались такие снимки, как Sentinel-1, Sentinel-2. Sentinel-2 знаем, что космический снимок среднего разрешения, начиная от 10 до 60 метров. Параллельно использовались снимки Landsat, Landsat 8, Landsat 7, 30. Было использование паншарпинг на 15 метров. И параллельно в те места, где у нас встречались, естественно, в Южном Казахстане
границы полей, они все неоднородные и встречаются как от 1-2 гектаров до 500 гектаров. И в тех местах, где у нас были маленькие поля, мы использовали такие снимки, как PlanetScope, максимальное разрешение 3-метровый. И, естественно, наш снимок, собственно, спутника Казиосат-2, 6,5 метров. Естественно, параллельно использовались для оценки состояния и для распознавания данные агрометеорологии, использовались карты высот на весь Южный Казахстан. Потом они были поделены на зоны, чтобы мы разделили, где по урожайности определенные зоны, где вот предгорная зона, полупустынные зоны, равнинные зоны. И, естественно, были несколько маршрутных исследований по целому Южному Казахстану, где вот перед вами представлен наш маршрут, где мы в основном ездили. Там, естественно, и включалось местности такие, как горные, предгорные зоны, равнинные места. Естественно, эти зерновые растут еще в орошаемых территориях. Ездили по Алматинской области, Жамбылской, Туркестанской и в Кызылординской области тоже. В ходе маршрутного исследования были использованы такие приборы, как Лай, GPS, рулетка, фотоаппарат и так далее. Так, здесь по процессу распознавания для определенной культуры, скажем, для яровых зерновых была сделана отдельная методика, для озимых зерновых тоже отдельная методика, вначале, естественно, по распознаванию, и в результате этого распознавания были определены, не скажу, что прям точные маски полей, но максимально точные. Естественно, нам в результате у нас допускалась определенная погрешность, и в результате мы получили такие очень хорошие, соответственно, среднему разрешению маски полей по Южному Казахстану. По Южному Казахстану. Вот у нас визуальный вид представления в разной комбинации снимка Sentinel-2, где в ходе работ каждый специалист работал по определенной комбинации, чтобы четко видны были, там, скажем, определенная культура, где-то там, чтобы усмотреть границу паровых полей, использовал комбинацию там зеленого, красного, инфракрасного канала. Я, например, использовал коротковолновой инфракрасный канал, ближний инфракрасный канал и плюс зеленый инфракрасный канал. И в ходе работ были такие вот распознавательные работы, где в результате обработки можно четко увидеть, где, например, распространен саплор в Южном Казахстане. Это тоже результат создания, не создания, а адаптирования индекса плюс преобразования. Вот результат в ходе работы, где можно было выяснить срок сева сельхозкультур. Это вот Махтаровский район, где были использованы снимки Rapid Eye с пространственным разрешением 5 метров. Вот визуальный вид зерновых и плюс паровых, где в определенное время, скажем, конец весны, то есть конец мая месяца, можно четко определить, где паровые поля, где зерновые. Вот результат в виде карты, получается, даже здесь в увеличенном виде показано, где у нас паровые поля, где посев всех культур. Это результат маски. А вот, кстати, у нас перед нами стоит таблица атрибутов, где все вот эти информации, начиная от посева, состояния, плюс севооборот за последние 5 лет и дата уборки, они представлены, естественно, забиты в виде информации в таблицу атрибутов.
В ходе работ тоже выяснялось, где сильное засорение полей. Их мы потом делили на категории, там, от слабого до сильного засорения. Вот, естественно, нам представлялась сложность, где именно было сильное засорение полей. Они нам мешали для четкого определения сельхозкультур. Вот, кстати, где именно делили категорию на слабую и среднюю сильно засоренность. Где вот, если посмотреть здесь на поле, где вот сильная засоренность, там можно увидеть, что вот зеленый тональный цвет – это у нас именно засорение, а не сама культура. Вот, это результат карты, где мы поделили засоренность посевов на проценты, да, то есть до 15% это у нас было, естественно, слабое, там, до 25% среднее, и более 25% это уже практически, скажем, там, 30, 40, 50% это уже мы отнесли к категории сильной засоренности. В ходе работ, естественно, включали тоже агрометеорологию для того, чтобы определить по зональности, где именно в какой зоне какая урожайность и по степени оценки состояния. Вот мы так как раз рассчитывали NDVI, делили их тоже на категории, на каждую область, естественно, отдельно. Вот результат состояния, это как раз по Алматинской области были. Все вот эти оценки состояния, они проводились именно по космоснимкам Sentinel-2. Вот где мы, плюс параллельно рассчитывалась сумма осадков. Опять-таки их тоже разделяли на категории. Вот это распределение значений КТК за месяц, там, за апрель месяц, за июнь месяц. Это цело по Южному Казахстану и вот по Алматинской области. Так, тоже по NDVI, по NDVI. А вот в конце у нас получается здесь результат уборки. И как оно выглядит в космическом снимке. Это в комбинации коротковолнового инфракрасного канала, ближнего инфракрасного канала и зеленого канала. Как они выглядят на космоснимке. Вот схема уборки. То есть мы тоже делили, получается, по дате, там, по полмесяца, там, до 15 июля. В конце июня начинается процесс уборки. И вот каждые полмесяца мы оценивали. И в итоге тоже создали такую схему, можно сказать, методику, технологию построения маски полей и распознавания видов сельхозкультур именно на юге и на юго-востоке Республики Казахстан. То есть по отдельности если смотреть, то есть для озимых сельхозкультур отдельная методика, то есть именно здесь по дате, да, распознавания, вот, когда сеется, если осенью, начиная там с середины или с конца сентября начинают распашку и до, скажем, в реальности до 20 октября они должны все уже посеять. Но бывает, в зависимости от погодных условий, они длятся там до конца или до середины ноября месяца. Но основная масса сева озимых зерновых, они происходят с сентября месяца по 20 октября. Естественно, в этом я направлении сам лично работал, и недавно была опубликована статья именно по распознаванию озимых зерновых культур. Получается, вот яровые культуры, они тоже, для них отдельная методика есть, где, естественно, там делятся на багарные территории и поля на орошении. И для обоих видов там, получается, два отдельных метода. И там делили на яровые. У нас в Южном Казахстане в основном какие основные багарные сельхозугодья? Они зерновые, масличные культуры и плюс, естественно, кормовые культуры. И вот для отдельно сельхозкультур методика вот, для яровых зерновых обычно распознавание сева происходит начало апреля месяца,
с начала апреля по начало мая месяца. Потом, естественно, в начале апреля месяца идет распашка, там через 2-3 недели уходят уже всходы, и в этот момент можно поймать через индексы именно эту культуру. Естественно, масличные культуры есть то же самое в апреле месяце. Ну, там получается в конце апреля месяца, в начале мая месяца происходит. И, естественно, у них всход происходит чуть позже. И в моменте максимальной NDVI там у них получается даже визуальный вид другим. А кормовые культуры у нас там получается 90, на юге Казахстана 90% там в основном люцерна. И люцерна у нас несколько раз косят, 2-3 раза в год. Иногда бывает даже больше. Естественно, поля на орошение. Там чуть ситуация другая. Там и получается и состояние культур немного другая, и уборка. Там уборка чуть происходит раньше. В общем, вот перед вами представлена общая методика для распознавания сельхозкультур в Южном Казахстане. Thank you, Roshan, and hello everyone from South Korea. I'm very happy to be amongst you all. Give a small talk about forest shelter belts, and I hope we can have some good conversation. So am I able to move it or no? Oh, so you have to move my slides too. Okay, can you skip that one? So, just a brief introduction to the shelter belts. So the basic emergence of shelter belt had to do with the degradation of biodiversity and ecosystem functions due to a lot of anthropogenic activities, including agriculture intensification, population growth, industrialization, and recently climate change. And the structure of biodiversity, especially the forest cover, is a crucial indicator of our pressure on the environment, especially in regions, many regions. Extensive agriculture production has significant diminished natural vegetation, fragmented habitats, creating anthropogenic landscapes. So field protection of forest shelter belts have emerged as a critical corridor connecting fragmented natural ecosystems, playing a critical role in conserving and facilitating migration of biodiversity as well as other ecosystem functions. Next, please. Okay. So there are multiple purposes why shelter belts are created, whether it's a forest shelter belt or agriculture shelter belt or it's a livestock shelter belt. They're mostly as a corridor, especially as a buffer habitat for biodiversity migration, reduce and deflect wind, especially if you look in the Scandinavian and British forestry, they have very harsh winds and they create shelter belts to protect plantations. Provide ecosystem services. Carbon sequestration, of course, is there with all the shelter belts, and protection of livestock, crops, and pasture for agriculture, and fencing and boundary also, especially in terms of protection of properties. Next, please. So composition and characteristics of shelter belts, very briefly, I'm very sure you're all aware of these. So, we create a shelter belt with trees, shrubs, as well as fences. So you have a windward side and a leeward side, and the windward side, of course, always denotes the exposure, and it's where we want to protect what needs to be protected from the exposure is towards the leeward side. And we mostly look at fast-growing species, there's wind tolerant, drought resistance, and not palatable by livestock, and have multiple uses, including agroforestry purposes. Next, please. So there are several benefits that you can derive from shelter belts, and especially in terms of agricultural landscape formation.
shelter belts influence the structure and the formation of the agricultural landscape by breaking down strong winds and providing sheltered microclimates. This moderation of microclimate, of course, then helps create crop productivity, extend growing season, fostering diversified cropping patterns. Additionally, shelter belts contribute to aesthetics of the landscape, promoting harmonious coexistence between agriculture and the natural environment. And I'm very sure that you guys know in silvopastoral agroforestry systems, they're just not shelter belts, but they also provide shades, and they also provide a lot of other ecosystem services. So I think shelter belts, as traditionally believed, we have to have a belt of trees going around a property or what needs to be protected. But there are also shelters that we can build by planting trees, just in a different design. Next, please. So integration with sustainable agriculture practices, shelter belts, they just align with sustainable agriculture practices by promoting agroforestry, just I mentioned very briefly before, integrated land use system. They serve as a tool for sustainable landscape management by enhancing biodiversity, conserving water, and reducing environmental degradation. And integration of shelter belts into agriculture policies and practices is crucial in achieving balance between agricultural productivity and environmental sustainability. And I think here is a good example to think about silvopastoral agroforestry system. Now, there we may have a shelter belt that's going around the silvopastoral system, but within the silvopastoral system itself, there could be trees, there could be nutrient-fixing trees, there could be fodder trees, there could be fruit-bearing trees that you can plant within the land that is protected to provide additional ecosystem services, not just depending on what's around the property. Because if the property is too large, what's around it could protect the property, but at the same time, it may not provide ecosystem services as it's required by other components of the landscape. So next, please. So in terms of microclimate, crop productivity, and livestock productivity, we continue to mitigate the impacts of harsh winds, creating shelterable areas where we can promote growth. This climate moderation leads to increased crop productivity by reducing temperature extremes and providing conducive environment for plant growth. And of course, we also know that if there's a very fast growing wind, it could also evaporate moisture from crops in soil, leading to soil moisture degradation, and that could, in a way, also reduce yield. Okay, I will Thank translate. you so Yeah, much. yeah. So just in shift, okay? So получается, вот эти shelter belts, вот лесные полосы, вот говорил, что с изменением климатом очень это нужно, и особенно очень важно для микроклимата. То есть вот когда мелкие фермерские хозяйства помогает не только удержать почву с изменением климата, но и получается дает удобрения. То есть вот эта листва, оно дает дополнительно, обогащает почву, и для микроклиматов, для хозяйств вот эти лесные полосы очень важны. Окей? So now, continue, please. Okay, great. So go to the next slide, then. Okay, so shelter belts also provides soil health. It's one of the ecosystem services that can be derived by having shelter belts. The fundamental impact of shelter belts on agriculture landscape is the preservation of soil health and the structure, which is very critical, not just for agriculture, but also for fodder and grass, and which are required for livestock. And by mitigating wind erosion and reducing soil evaporations, as I mentioned, shelter belts help retain soil moisture and prevent topsoil loss. This preservation ensures the long-term fertility and productivity of the land, contributing to sustainable agriculture practices and improve yield, of course. Да, то есть он еще раз акцент делает, что лесные полосы не только вот полезны для всяких этих проблем с изменением климата, но для почвы. То есть почва обогащается и сохраняет здоровье почвы, и вот эти все испарения почвы уменьшаются. То есть почва и
То есть для это уменьшает необходимость использования удобрений различных. То есть получается больше органическая часть, и почва становится более такая живая и, то есть, натурально природная. Окей? Please. So one of the benefit is, of course, water conservation and water management. Shelter beds play a vital role in water conservation by reducing water loss through evaporation and transpiration. They optimize water usage in agriculture fields by minimizing wind-induced evaporation, aiding in a more efficient water utilization by crops. Shelter beds also aid in water harvesting system, maximizing rainwater utilization and contributing to sustainable water management practices. Лесные, то есть вот эти лесные полосы очень полезны в эффективном использовании воды. То есть если использовать лесные эти, как раз помогают эти лесные полосы в эвапотранспирации, то есть организм больше дышится, как и, то есть и испарение идет, так и возвращение этой влаги. То есть получается, вода и влажность почвы, она стоит, как бы локализуется, и этим как раз помогает эффективное использование воды. Окей. Right. So biodiversity enhancement, of course, is a very, very important benefit of shelter bed systems. And the diverse structure of the shelter beds provide conducive habitat for various organisms, promoting biodiversity within the agricultural landscape. And these, of course, we know are very important, especially in terms of pollination, pest control, and other things. These habitats support a range of species, positively impacting crop yields and overall ecosystem stability. They also have pollination and foster healthier and more resilient ecosystems. And I think even if you go out of the agricultural landscape and you look at cities where we have green belts and riverine, vegetation, which are all shelter belts, they provide a lot of ecosystem services for biodiversity enhancement. Значит, для флоры и фауны очень важно, то есть, чтобы система была более устойчивая. То есть вот эти лесные полосы, они привлекают и животных, и птиц, и все вот эти перемещения всяких семян. То есть вот этот организм становится более живой, более устойчивый, и то есть экосистема становится более такая натуральная и более живая. Окей? Yeah. So I think one of the emerging, and more urgent benefits that is from the shelter belt are the climate change resilience and carbon sequestration. Shelter belts, of course, are all plants mostly, and they have, the ability to be resilient. And the more diverse the shelter belts is, the more resilient the shelter belts are. So now, initially, I think when we started the shelter belt system in Western Europe, it came up with the monoculture of having shelter belts basically of one tree species, and of course that had be more vulnerable to pests and diseases, and the shelter beds can easily be destroyed by one pest. So over the years, that has changed. So we have now moved into more diverse plantation in the shelter belt system, so that they are more resilient to pests and diseases. They are more resilient to disaster. They are more resilient and they're protective. So definitely, when the shelter belts are diverse, they bring in concept of resilience. And by reducing wind velocity and, of course, providing a buffer against climatic stresses, shelter belts create stable environments, again, for other things to function. And shelter belts can sequester carbon and contribute towards carbon neutrality goals. And I think the more shelter belts we have, the more carbon sequestration, and especially in very open pastures and rangelands and agricultural lands, especially in Central Asia and Mongolia and other countries. I think shelter belts, by the way of shelter, and also by the way of planting along riverine streams, can make huge contribution not just for biodiversity and climate, but also in terms of carbon neutrality goals. То есть, получается, вот эти лесные полосы, они очень помогают во многих позициях. Сейчас с изменением климата как раз у нас выбросы этого углекислого газа большие, и лес как раз помогает в уменьшении всего этого.
То есть поглощает, леса поглощают углекислый газ. То есть вот это очень положительная часть. Но вот какие проблемы были? Вот на Западе были очень большие процессы выращивания этих монокультур, то есть определенный тип деревьев сажали, предположим, один тип только, и на большие территории. И из-за того, что мононасаждения были деревьев, это была большая ошибка вот этих, особенно западных стран, и много этих заболеваний было, и вот эти всякие, то есть монодеревья, они один тип каких-нибудь там червей, еще что-то, жуков, они поедали, уничтожали. И сейчас тенденция в более такую эту широкую и более выживаемые лесополосы внедрять. И вот эта тенденция сейчас вот такая, и важно более устойчивый лесополос создавать. И особенно выгодно будет это в регионах Центральной Азии, Монголии, где большие степи и где эта эрозия почвы большая, выветриваемость большая. Здесь было бы оптимально использовать лесополосы и как раз учесть предыдущие ошибки, которые западные страны это внедряли. Ну и, в принципе, у нас тоже, наверное, Советский Союз тоже делали такие ошибки, наверное. Один тип, когда сажали. Yeah, agree. Sanam, yeah, good. Next. So I think most of you are very familiar with shelter belt systems in your area, and also the traditional shelter belt systems in terms of protection from forest shelter belts. Here is a little bit of a new sort of a presentation that I wanted to bring in. This is actually a natural retention area in Germany, River Elbe. And there's a dike that was built initially to protect the river and also to protect the property from the flooding from the river. So, so the dike was initially built very near the river, by the edge of the river, and there are these statistics of the dike. It's about 476 kilometers new dike. So then they have rethought about the dike system. The dike is, man-made sort of a wall that protects the property from the river flooding. And that's over the years has switched over to a nature-based sort of a system with a shelter belt. And so can you press the button, please? What? I didn't translate yet. Okay, go ahead. You can Yeah, pass it. yes, sorry. Yeah. Получается, вот все, что было сказано, вот эти, то есть многие положительные вещи этих лесных полос, и вот еще дополнительный пример, как где используются эти лесные полосы вот в Германии. То есть для этих вот эти поселения, и здесь как раз вот проблемы наводнений большие в Германии, и здесь они как раз вот эти лесозащитные полосы использовали на границе между поселениями и этими с водой, с рекой. И со временем вот эти лесные полосы, они разрастались и превращались вот в такие более такие лесные зоны. Окей? Yep. Okay. Next, please. Okay, so that's the old dike system. Can you press again? Can you press that? So that's the new dike. So they basically moved the old dike into the land. And can you go back? Sorry. One more back, please. Okay, so no, front. Okay, so basically, they moved the old dike back towards the settlement and created a shelter belt of about 420 hectares of wetland, and they planted flood-resistant species within that area and allowed the river to flood it naturally. То So есть basically, yeah, go ahead. получается, вот, то есть раньше у них вот это все проблемы были с этими, с поселениями, в зоне затопления какие-то поселения были, потом у них как раз они
продумали этот момент, и то есть эту зону затопления, они как раз вот эти растения, которые могут в заболачиваемой зоне жить, и эти, ну, болотные растения, грубо говоря. И получается, вот эта зона, она как раз сделали все, покрыли все растениями. И вот эта часть, она получается такая, это, как живой организм. То есть, когда затапливают, а когда выходит, и здесь больше этих не стали вот этих поселений делать, и все отдали это на откуп природе, чтобы это организм сам этот двигался природно, естественный. То есть вода и вот эти все растения. Вот такую большую территорию они как раз вернули назад, и все поселения убрали отсюда. Окей? Yeah, so yeah, thank you. So basically, by having this, shelter belt of 420 hectares of vegetation in the wetland, um, when the river floods, it hits the vegetation and its velocity is reduced. So by the time it reaches the dike, the velocity is insignificant, and it has effectively protected the land beyond the dike. Number one, and number two, because they have done plantation and the flooding has created wetland, so they have created habitats for diverse biodiversity, including bird species. And number three, when the river floods the shelter belt, and the shelter belt retains the water. And when the river shrinks during the winter, the wetland releases the water into the rivers, thereby making sure that downstream the water supply is sort of stabilized. Получается, вот три задачи выполняется вот эта штука. То есть вот эта зона, то есть то, что посадили растения, то есть и получается, когда это наводнение идет, то есть если какая-то гидравлическая энергия, и вот эти все растения, они вот эту энергию приостанавливают. И это эрозия не идет, то есть не смывается, и вот это то, что ниже вся эта энергия не передается. То есть вода, она вот на этой затапливаемой зоне теряет свою эту энергию. Вот первая задача большая выполняется. Затем вторая задача, здесь больше флоры и фауны, птицы всякие, вот эти как заболачиваем вести, водоплавающие, то есть такая большая зона природная получилась. Вот вторая задача, то есть люди наслаждаются всем этим, смотрят за всем этим. И третья задача, вот эта штука, она получается гигантская такая губка. То есть все эти растения, они всасывают эту воду, как вот как губка всасывает воду, а вот эта почва, вот эта растительность, органика, вся она эту наводнение всасывает и хранит. Ну, получается, как своего рода типа дамба, но это не дамба. То есть дамбы здесь нет, это природа. То есть почва, вот эта вся органика, она всасывает, как губка, и держит всю эту воду. И потом, когда идет период засух, эта вода из этой губки, она выходит и передается вниз, и внизу эти, кто там ниже живет, они могут эту воду использовать. Вот такой у них такой накопительная схема этих паводков. Окей? Thank you. Next, please. Next. So basically, they have also integrated tourism along the new dike top by building bike lanes. And the tourists are able to enjoy the ecosystem services of the shelter belt or the riparian zone. And they are able to see birds, they are able to see other vegetation, they are able to see, biodiversity. So that has created also an economic as well as recreational opportunity for, for the people that live nearby. То есть вот это получилось, вот эта штука, то, что они создали, у них этот экотуризм они создали. То есть вот видите, там какие-то расценки написаны, еще что-то, вот это местные, то, что вот это создали, они на этом еще зарабатывают. То есть эти велосипедисты наслаждаются этими водоплавающими, смотрят, там какие-то, скорее всего, дорожки, наверное, еще сделали для велосипедов. То есть вот такие большие пользы получились, когда естественному природному циклу все вернули. Yeah, so this is a very interesting example, and I think a very innovative example of how an artificial dike system is transformed into a nature-based flood protection system, and that I think in many cities and many river systems now more and more people are releasing the floodplain back to the river system so that
becomes a riparian zone or another kind of shelter belt, and that has natural sort of protection benefits. То есть, получается, вот раньше все пытались вот это в природе приказывать, всякие там эти защитные, эти строили, какие-то системы ограждения, там еще что-то там, вот эти бетонные, еще что-то. Потом от этого, получается, эти немцы ушли и сделали вот такую природную, натуральную систему. То есть вот как вот то, что рассказалось, как губка всасывает, там это. И получается вот такой тренд. То есть вот в целом в мире идет и какая-то новая инновационная система подчинения природе, подчиниться и сделать натуральную систему, чтобы эта река, дышала и работала, и такой разумный баланс получился. Thank you. Next, please. So, in conclusion, I want to say that well-designed and implemented shelter belts provide immense social, economic, and ecological benefits, including climate resilience. However, the long period of time required for trees to grow discourages its adoption. And one key thing to think about designing and implementing shelter belt system is how to make it nature-based. How do we blend it into the local context in terms of social, economic, and ecology, so that it becomes much more natural in its implementation rather than more of artificial implementation. То есть, получается, вот эти все эти тренды, то, что вот эти лесные, вот эти, то есть везде надо какой-то разумный баланс соблюдать. Когда вот искусственно внедряют что-то, это тоже не совсем это живое, натуральное. То есть меньше таких инвазивных надо, больше местные. И вот как раз тогда получится натуральный баланс и для местных социально-экономическое развитие, и вот это, чтобы местные растения какие-то были, и вот чтобы этих болезней всяких не было. То есть надо адаптировать, чтобы какая-то местная система была, и чтобы искусственного не было. И как раз сейчас такой большой тренд. То есть вот за этим. То есть возвращать все к натуральной природной системе. Вот такой тренд получается в мире. And I think shelter belts have a huge potential of contributing towards our common goal of carbon neutrality, and especially in rangeland countries like the Central Asia, Mongolia, Pakistan, and the mountains of Himalayas, where we have very little trees, yet we have lots of livestock numbers whose emission is high. The degradation of pastures are quite significant because of the trampling by them. I think the implementation of a shelter belt system based on designs that suit local contexts could be a very good value addition, especially in terms of sequestering carbon and sort of offsetting the emissions that we do locally. То есть, получается, с изменением климата сейчас большой спрос на уменьшение этих углекислого газа. То есть сейчас, в принципе, очень большие возможности для внедрения вот таких лесных полос, и получается большой спрос есть. То есть и в целом в мире есть спрос на выращивание этих деревьев, и в то же время это дает большие возможности степным зонам, вот как в Центральной Азии, Монголия, вот Пакистан, во всех этих странах, где с одной стороны скотоводство есть, и с другой стороны вот идет необходимая растительность, и расширение и создание таких лесных полос сейчас очень выгодно и большие имеет возможности. Okay, great. So I think that is the end of my presentation. And I want to thank, of course, Rosalind for the coordination and Professor Jay for, keeping me involved with Kazakhstan. It's always nice to be amongst Kazakhstani friends and colleagues. And I hope that one day we will make it there. And I was also very happy to be involved with the shelter belt study there. Thank you, Professor Jay, for your thinking of me and also for the translation today. And thank you everyone for listening. Unfortunately, I did not have enough time to prepare this presentation because I've just returned from the field. So if you have questions, you could email me.
Окей, получается, thank you very much, Санам. То есть он благодарит Раушана и меня за то, что мы вовлекаем его в этот проект, и он, то есть он вот эти как раз ему тоже все это очень интересно. И, то есть, он говорит, что постоянно в командировках, и извиняется, если что-нибудь там не так. Если есть какие-то вопросы, то есть можно задать. Good afternoon. I have My name is Katalin Stefan. I'm working at the Technical University of Dresden and I lead a research group. The title of my presentation is GIS-based multi-criteria decision analysis for mapping the feasibility of Manachaki recharge. And it's a pleasure to be in this workshop. Thank you so much to Professor Janai and to Raushan for the invitation. Now, maybe not everybody is familiar with the topic of Manachaki recharge. What is Manachaki recharge? The most common definition of it is the intentional storage of surplus surface water in the underground for later use or for ecological purpose. So what does it mean? It means we can divert surface water underground to the aquifers and store the water underground instead of storing the water above ground. So instead of building big dams and big reservoirs, we can use the aquifers and the porous material in the soil to store surface water, let's say in the raining season, and then in the dry season we can use it again. And this is a technique that is used in many countries, and it has a lot of benefits for drinking water supply, for agriculture, to restore the ecosystems and so on. The feasibility, just sec, sorry, Каталин. Коллеги, your нужен перевод, нет? Или понятно все? А можно translate, перевод, please? пожалуйста? Хорошо. Sorry, Каталин, I have to translate, so, говорит Okay, people. sorry. Okay, I go slow. Получается, вот это Managed Aquifer Recharge, это закачка воды в подземные горизонты, и вот эта технология, то есть получается, вместо того, чтобы хранить воду наверху, как у нас вот дамбы, резервуары, вот эта технология сейчас более популярная становится хранить воду под землей. То есть, когда наверху какие-то там процессы происходят, эти излишки, там еще что-то, там какая-то вода, больше хранят воду под землю, и либо форсированно закачивают, либо она нормально просачивается и хранится под землей. И потом, когда надо, эту воду обратно наверх этим выкачивают и используют. И потом, когда надо, обратно закачивают. И такой цикл. И во многих странах сейчас эта методика хранения воды под землей, в этих подземных горизонтах становится более популярной, чем хранить наверху. Okay, thank you. When we check the feasibility of Manachaki recharge, we usually have to answer 5 questions. First, what is the main problem? We need to define the water balance to determine the water deficit. What are the available sources of water? So both quality and quantitative assessment. What is the best location? So we need to identify sites for the implementation. What are the hydrogeological properties of the site? So we need to have a good characterization of the site. What kind of technique can be applied? So we have to select the proper technique. And then we need to decide between different scenarios what is the most convenient one. And today I'm going to talk about the selection of the sites using a multi-criteria decision analysis process. Получается, вот, ну, то есть пошагово, если двигаться, то есть вот как раз основные эти шаги, что нужно проделать. То есть первая задача, надо проблему понять. В чем проблема? То есть и связанное это, надо сделать водный баланс, чего, сколько, какой воды. Затем надо определить источник воды, то есть откуда вода будет, там от наводнений, там от дождя, от снега, от чего, то есть вот эту часть надо решить.
Потом место, то есть топографию определить, где это оптимально вот это как раз накопительную зону делать. И с этим связана гидрогеология, то есть надо посмотреть, если наверху, даже если не знаю, внизу это позволяет ли все это, прокачиваться и пойдет ли вода. То есть конкретно вот эту полностью цикл, поверхностную и подземную часть. И потом какую технологию надо, вот этот МАР, там много разных технологий, есть просто прощачивается, есть форсированная, и вот эту часть, и потом эти сценарии, какие варианты. То есть как раз он сейчас вот говорит про эти критерийные эти принятия решения и как это все сделать, это определить с этими, этими более устойчивую систему сделать. Окей? Okay, so what does it mean multi-criteria decision analysis? We have um, different factors that determine the feasibility of Manachak-Ferry recharge. And these factors are in forms of geospatial information. And then the technique means we have to collect this data in form of maps. We overlay these maps and use a certain algebra to determine the final feasibility map. These criteria are, for example, the soil characteristics, the geomorphology of the area, precipitation, so different factors that are important for Manachak-Efe recharge. We get this information for the study area, different scale, different resolution, so we have to combine these maps into a final map. То есть получается вот эта технология, методология, много критериев, многокритериальная технология. То есть получается вот эти много критериев собирается, там эти, какая метеорология, какие осадки, какая почва, то есть ландшафт какой, все вот эти данные собираются и в эту в единую систему, и потом все это, вот эти все параметры рассматриваются, где как лучше все это будет продвигать. Normally, when we look at the literature, a lot of there are a lot of publications on the s- um, suitability of Manachak-Efe recharge. But in my presentation, I want to differentiate between suitability and feasibility. Suitability means how good, how if it's possible to store water underground. So it's about the aquifer rechargeability. But feasibility means basically more components. It means also the demand of water. So what are the areas that need more water, and also the availability of water. So all these three criteria define the feasibility, and only the one in the middle is defining the suitability. So just to the definition of the terms that I'm going to use in the presentation. То есть получается, вот это один из важных критериев возможности. Можно ли там, то есть собирать это, то есть это геология и потом топография, позволяет ли определенное конкретное место собирать и использовать эту воду. То есть вот это suitability, это иметь как раз это возможности эти технические, можно осуществимо или нет. То есть вот этот большой параметр. Потом эти критерии спрос, то есть надо, то есть если где-то возможно, но там, предположим, спроса нету, находится далеко от поселений там и так далее. То есть вот это надо как раз разумный баланс найти. Есть ли там спрос на эту воду? И также важно следующий параметр это вот, гидрологические данные. Есть ли вода? Откуда собирать эту воду? Будет ли возможность эту закачивать эту воду. То есть вот эти параметры как раз очень важны вот, в комплексе. A few years ago, we did a study and we reviewed over 60 such MAR suitability maps. So it is mostly suitability, not feasibility. And we identify common practices, or let's say, what is the most common approach used for mapping suitability of Manachak-Efe recharge. То есть мы вот это как раз эти возможности создания, то есть вот эти другие факторы, мы на него большое это внимание не обращали, то есть вот эти другие факторы.
там спрос, статистика людей, там нужно, не нужно, на эти большие мы не смотрели. Мы в основном акцент делали на возможности, где можно сделать эти технологии использовать по накоплению воды. Только на этот фактор. А на другие факторы мы мало внимания обращали. То есть где возможно создавать вот эти технологии МАР. Вот как раз наша публикация об этом. So we see that over the past years, the technique is used more and more and more often in different studies. We see which countries uh, or where these studies are located, what are the most common studies. We also see, for example, how many parameters, how many criteria are used in these maps. The most common is to use something between 4 and maximum 10, but there are also studies that use over 20 parameters. Now you can imagine the more parameters, the better, because you have a representation of different factors. But if we use too many parameters, then the relevance of this parameter is minimized. So when you do such a study, you need to decide how many criteria you use in order to have a good representation. So each of criteria has to have a good weight, a good representation in the study, but also to choose the right parameters and those that are giving you the best representation of Manachek-Iferi charge. So this kind of information is present in this study. Получается, вот они там много стран это брали, и вот эти многокритериальные вот эти принципы использовали, предположим, там вот эти осадки, топографии, там почва, вот эти много вот этих критериев брали, и здесь очень важно разумный баланс соблюсти. То есть можно и там до 20 каких-то критериев набрать, но в то же время бывает, что они иррационально, слишком много критериев брать, то есть управлять с ними достаточно сложно там. И поэтому нужно найти какой-то там оптимальный этот принцип. И вот они как раз находили золотую середину, где можно какое-то разумное количество критериев сделать и потом сравнивать по этим критериям. Вот как раз у них до 5, и здесь до 15, да, или до 5 разных критериев они сравнивали, что более эффективно будет. So we talk a lot about these criteria, but what are these criteria? First of all, we clustered the criteria in two levels. So the first level is the general category of criteria, and it usually reflects the water cycle. So the rainwater percolating through the soil, stored in the aquifer, and then managed, so used for different purposes. That's why we have these categories: the aquifer, the surface characteristics, the water quality, the hydrometeorology, so precipitation, and the different management approaches. These are the main group, the category, and then under each group we have characteristic criteria such as storage capacity, flow characteristics, geological formations, soil properties, land use, and so on. So this is a picture of the most common use criteria in such studies. Получается, вот как раз это то, что они используют и как раз определились, какие критерии они использовали, вот то есть сгруппировали по таким этим важным критериям. То есть вот эти подземные эти горизонты, где вода хранится, потом эти поверхностные, какая ситуация, потом вот качество воды, потом гидрометеорология и система управления. И вот каждая вот эта категория, она сама внутри еще распределяется, то есть подземные вот эти горизонты, способность этой почвы просачивать, копить эту воду, если там песчаная там или там глинистая, и потом как быстро будет просачиваться, вот это как раз это первая группа, потом от поверхности, вот это поверхностные, какие там вот, предположим, как вода перемещается, там, если вот эти, если от рек, еще что-то там, как она вот это взаимоотношение верха и вниз. Вот эта верхняя часть идет, потом качество воды, и это метеорология, какие осадки будут, и вот это как раз эти параметры. Окей? Yeah, so let's see some examples how different studies are done. So how these criteria are now
integrated to produce the final suitability map. One example shows a relatively complex process, and it has been used to determine areas, agricultural areas that can be used for managed aquifer recharge. So in this case, it's the studies from California where different plots, agricultural plots, are used to collect rainwater and to infiltrate rainwater into the ground. So in that case, the study has three components. The first component is the intrinsic suitability, and it's a Boolean process. So the area selected with yes or no. It's just a pre-selection. For example, different types of crops are selected, like vineyards, field crops. So this is a screening of those land use types. Then we have different types of water conveyance. So how is the water diverted to the crops? By canals, by ditches, by creeks, the pipelines, and so on. And then we have already a soil suitability for recharge map that is already existing. So we select only the excellent, good, and moderately good areas. So it's just 1 and 0 process, Boolean. And then the integration of these maps gives us a screening of agricultural land that is suitable for infiltration. Получается, вот как раз схема, какие процессы проходят, что делалось. То есть они принцип Буллина, метод Буллина использовали, то есть да, нет, то есть это +1, то есть да, нет там. И вот эти кучу параметров всякие набирали и смотрели на фермерских землях на примере Калифорнии, США, и где удобнее будут собирать воду. И вот как раз вот эти параметры включают, там, предположим, там глина или песок, там, если глина, значит, вода не просачивается, выкидывает, не идет, значит, и там песчаные лучше проходит. Ну, вот по такому принципу подбирается, и потом, как используется земля, потом, что тут еще у них, как вода может просачиваться, вот эти разные параметры набираются, и вот эта цепочка да, нет, и получается, в конце концов, выбирается наиболее оптимальное место, где можно эту воду накапливать на фермерских землях. The next part is about the water availability. So how much water is able to reach this land? And um, the study considers source areas of the domestic wells which are within the scope of this survey. So they are looking at domestic wells. They are looking at the groundwater flow direction, groundwater velocity, and they use here a numerical model with using particle tracking algorithm to estimate which um, source of water or which wells are also in the direction of this land. So that means which wells can benefit from the recharge of the area. And the third one is about the demand. And here you will see not just technical criteria like in the first two, but you see also some social economic aspects, like for example um, the social status of the community, like poverty, education. Because if there is, for example, no access to education, no access to poverty, the poverty is very high, the community is bound more or less to the existing solution. They are not able to, let's say, um, expand or to apply new techniques. They are more or less, it's a bit more conservative community, and therefore it's more vulnerable. That means the scope is here is to identify vulnerable communities who are not able to, let's say, develop solutions by themselves. So they are getting a priority in this study. Therefore, the study is a combination of intrinsic suitability, so selection of agricultural land, the selection of areas which are within the flow direction of the recharge process, and
vulnerable communities that are getting a higher priority. So a combination of these three factors gives us the final feasibility map, which I'm going to show in the next slide. Окей, получается, вот, то есть первый этот блок — это определение места, где можно накапливать эту воду. То есть вот, предположим, определились. Потом смотрится вот второй блок, откуда вода пойдет, откуда вода и есть ли вода. И потом, куда вода пойдет. То есть, предположим, вот как накапливается вода, вот этот и получается вот этот накопительные пруды, она просачивается, и эти подземные воды как-то будут связаны с этими, со скважинами, где кто-то будет брать эту воду из скважины. Вот эта цепочка вся изучается. И третий блок — это кому нужна вода эта. И они делают в основном акцент на тех, кому сложно с водой. То есть обычно, кто там обеспеченный, богатый, они без них все могут все сделать и кого-то нанять, сделать. А они акцентируются на тех людей, у кого сложности с водой, там, у кого там мало знаний, у кого там денег мало, то есть ничего нету, но им нужна вода. И вот они на такую группу людей как раз смотрят, где есть это спрос большой, кто сам не может там сделать, какую-то там гигантскую компанию не может нанять. И вот они цепочку для таких людей готовят, и для бедных людей. То есть у них вот эта вся такая эта технология рассчитана на бедных людей, там бедных фермеров, бедные какие-нибудь поселения, и они помогают как раз им вот эту методику всю отработать. Окей? So this is the result. We have the study area in the upper corner. You see here the catchment and the different communities. There are some towns and then a lot of agricultural land. It's in the vicinity of mountain in the east, and the study started to select first the suitable soils. This is the figure B. When you have with green excellent soils for infiltration, like sandy soils, and so on. And then on the next, on C, you have the different land use classes, the urban, pasture, vineyards, crops, and different types of crops, and so on. Number D are the different water transportation systems like canals, ditches, pipelines, and so on. They are represented here. And E is the flow velocity, which was calculated, the groundwater flow velocity, which was calculated using a numerical model based on particle tracking algorithm. F is the groundwater flow direction. So first is velocity, second is direction, and third is the representation of the wells of the communities who are the most vulnerable. So you see here the depth of the different wells. And then by integration of these maps, we obtain the results on the right, which show those areas where the Marachak recharge was proposed. So you have here the different plots, agricultural plots, and it means darker blue, it means a higher potential, whiter blue or lighter blue, it means low potential. So those are the results of this multi-criteria, because it's not just one criteria, it's several criteria. So it's a multi-criterion decision analysis for selecting of those plots. Получается, вот такой это многокритерийный принцип, критерий подбирает. То есть получается почва, какая просачиваемость почвы, вот как эта вот карта B. Первое — это топография, и потом эти поселения какие есть. Вот B — вот это всякая эта почва, как вода просачивается. C — это то, что вот эти какие растения выращиваются, какие фермерские хозяйства есть. Потом вот это D — это как вода перемещается, откуда поступается, там это тает, предположим, там речки, еще что-то там. Вот эта схема. Потом вот это это вот эти подземные, как под землей вода перемещается и сколько там подземной воды.
И третий F – это вот как вода это подземная, куда она течет под землей. Вот эта карта накладывается, и потом вот эти, где вот эти скважины, то есть вот эти поселения, и когда подземную воду используют, они эти скважины, эти качалки у них какие-то, и вот это в G. И получается, все это они накладывают друг на друга, и вот это многокритерийный принцип, он отбирает оптимальные места. И вот это финальное, вот это где предлагается, то есть вот предлагается вот как раз и наиболее такая темный цвет, это где наиболее оптимальный принцип, где лучше всего сделать. Потом вот эти более синенькие, светлые цвета, это как эти меньшие, меньше рекомендуемые, и вот по такому принципу. И плюс они вот эти критерии еще связывают, где кому больше всего воды надо, там какие поселения, где больше всего у кого сложности с водой, кто там наиболее бедный, и кто не может сам себе этой воды достать. Окей? I have some more examples from other countries, but because of the translation, I think we need to reduce a bit, and I will jump maybe to this project, which is a project that I coordinate now together with partners from Spain, Portugal, Cyprus, Germany, and Tunisia. And why this project? We have here four case studies that are a little bit similar in terms of challenges. So it's agricultural areas with a lot of tourism. They are all on the coast, so it's a Mediterranean basin, and they have all Mana Chakiferi Charge projects implemented, but the efficiency is very low of those projects, and partially they also failed, technical failures, but most of all public mistrust. People don't trust these Mana Chakiferi Charge solutions, and the estimation is that the location is not optimal. So we are going to look at these sites and build these feasibility maps to understand if the location was correctly selected and what are the additional locations that might be potentially relevant for future Manachak Ferry Charge projects. Получается, вот там у него куча еще других примеров, но из-за того, что времени мало, и это, то есть с переводом, то есть времени уходит, и поэтому он тут только другой пример покажет. Вот, пример, у него другой проект, у него куча всяких этих проектов с другими странами. Но вот это он один выбрал, который с Испанией. С Испанией вот, проект заключается в чем? Испания, Португалия, вот в этом как раз Средиземном регионе. И у них несколько там регионов, где тоже вот эта технология используется в закачке воды в подземные горизонты, но они не очень эффективно работают. И что-то местные жители что-то недовольны, как эти работают, эти технологии, и какое-то недоверие есть. И поэтому одна из проблем, что они думают, место выбрано неправильное. И они должны как раз вот этот анализ вот этот многокритерийный сделать и определить более, где это оптимально будет сделать, расположить эту накопительную систему для воды. The project includes solutions or investigations at local scale and at a regional scale. So it's like a toolbox with different tools inside to assess the feasibility of Manachak-Ferry charge. The feasibility mapping is just one. You see here number 4 is a spatial feasibility mapping, but usually this is not done alone. We have much more instruments and tools to understand the problems and to design proper solutions. So to explain briefly these tools, the first one is stakeholder mapping and analysis. We need to understand who is in charge of Manachak Ferry Charge, which institutions are relevant for the project, what are their needs, what are their interests also, and what are the potential impact on the area. Because without local institutions, the theoretical feasibility is just one aspect, but important is what are the institutions planning to do and how.
So needs assessment, and then we need an engagement plan with these institutions. How are we going to talk to them? How are we going to incorporate their opinion in the project? And with these opinions, we can do the feasibility mapping. That means the stakeholders must be involved in building the maps. In the studies before, there were 63 examples or 63 projects. None of them included opinions of stakeholders. These studies are done by researchers or by practitioners, but almost never the opinion of the institutions is included. I think it's very, very important. That's why we try to to improve a bit this situation in the project. The modeling, it's also important to validate the feasibility maps. We need to design a governance framework so that also the legal aspects are included. We have modeling at the watershed scale and also at the local scale, at the aquifer scale, the cost benefit analysis to understand not just how much it costs to build MAR, but also to understand the benefits and also the co-benefits of the implementation, and then build dedicated training packages, awareness, and also to follow up with the project implementation on long term. So all of this is a framework proposed by the project for assessing the feasibility, and I'm going to talk next a bit more about the feasibility mapping component. То есть, получается, это большая комплексная задача, это как швейцарский нож, то есть очень много этих подзадач и под этих модулей, что в этом большом блоке. То есть это очень большой блок работ. И до этого раньше какие-то исследования были в этих регионах, но они без привлечения местных людей. То есть приезжают какие-то исследователи, без мнения этих локальных, кто там потребляет эту воду, кто там живет, их мнение вообще не спрашивали. То есть приезжают, исследуют, там скажут, что-то определят, собирают, сделают какие-то там ученые, исследователи, и это какие-то рекомендации понапишут, и что-то сделали, построили и уехали. И мнение местных людей вообще не спрашивалось. И поэтому сейчас сейчас они другую стратегию обновляют, как раз участников, кто там, то есть до этого что-то порядка 93 проектов, что ли, проходило, и больше 90 там вообще ничего не спрашивалось, и это не учитывалось, мнение местных жителей. Сейчас они вот другую обновили стратегию и активно вовлекают местных жителей, и какие организации там, эти комьюнити, там институты, кто отвечает, кто курирует эту конкретную вот эту технологию закачки воды, какая организация там, какое поселение, кто там ответственный. Все эти базы делают, все это вносят, и плюс это все интегрируют в единую цепочку. Получается, этих людей вовлекают, их эти всякие исследования по людям делают, их мнение, и плюс вот эти стандартные вот эти вещи, моделирование поверхностных вод, то есть все, что они вот до этого сами и без этого, без людей делали, они как раз это тоже делают. И плюс они усиливают свою часть вот этим финансовой частью, то есть насколько какая технология по финансам выгодна, и сколько это будет расходов, и потом вообще, как она будет себя окупать и что от этого со всего получится. То есть такой вот это большой комплексный финансово-экономический анализ и это анализ мнения людей. Окей? So what I'm trying to say here is when we use GIS tools to determine feasibility of different techniques, in this case Manachak charge, but it's also valid for other techniques, we need to consider a much more complex framework that includes, first of all, institutions, that also includes assessment at local and regional scale. We need to determine the costs and the benefits, and also to have proper training of the community. So the GIS tools are very useful, but they should be used together with other tools to determine a proper feasibility assessment.
То есть, получается, это очень такая комплексная задача. Геоинформационные системы, они отлично здесь помогают решать многие-многие эти моменты, но в то же время дополнению, то есть вот ГИС, вот эти региональные, там местные какие-то данные, все это в комплексе очень хорошо помогает. Но в то же время вот дополнительно надо усиливать ГИС, вот то, что он говорил, этих какие-то местные вот эти гуманитарные, можно их, наверное, назвать, когда вот эти мнения людей и эти институты какие участвуют, эти опросники всякие, вот это тоже надо учитывать в этом комплексном пакете. So what is now concrete? What is the proposal of the project? There are some guiding principles for the feasibility mapping, and on the diagram in the right, you see the 8 main steps that you need to go through in order to determine to build the feasibility map. The first step is the formulation of the problem. What is actually the problem? And remember the diagram before, which means the water balance of the area to determine a deficit analysis. Second step is constraint mapping, means removing from the map all the areas where we know for sure it is not possible to implement our solution. It could be, for example, protected areas or military areas, or in some cases, mountains with very high slope or beach or something that for sure is not possible to implement. We reduce from the beginning and not include in the analysis. I То go есть, to the end, Jay, or you go? No, you can go now because it will be long. yeah, otherwise it's too much. Yeah, Yeah, sure. yeah, to make Sorry. give me chance to understand and translate properly. Okay. Sure. Получается, вот, когда вот это исследования и эти вот такие глубокие исследования готовятся, то есть, как раньше говорилось, вот, самая главная задача — это понять проблему. То есть вот этот водный баланс, что есть, что имеется, вот это как раз проблему понять. Когда первая вот эта проблема понята, потом делается эти исключения. То есть сразу же, то есть на автомате смотришь, или там какая-нибудь военная база, там какая-то там эти горы какие-то там, заповедник какой-то, куда там запрещено ходить. То есть все эти исключения сразу надо убрать, чтобы не возиться, времени не терять на это все. Вот эти исключения все убираются, и потом вот по этим критериям, 8 критериям, они это и двигаются. Окей? Okay, so now we remove the areas which are not suitable at all, and then we start with the selection of the criteria. What are the criteria? This depends on what is the problem, and also the problem has to define a bit the solution. For example, what kind of technique, what is the water source. So depending on the problem and the preliminary solution formulation, we select different criteria. And now, to give an example, we have, for example, the slope, the terrain slope, the topography, which is in degrees, and it goes like from 0 to, I don't know, 30 degrees or something like this. Other criteria is the soil characteristics, soil types. So we have sandy soils, loamy soils, clay, and so on. And it's a different type of information. So one, we have a linear numerical values, and second one, we have a category of solutions. So we need to standardize this criteria. Normally, it takes values from 0 to 1 or from 0 to 100. So every set of criteria is now standardized with values from 0 to 1. And this is a process that requires a bit of knowledge from the researcher who does this to understand, okay, if I have sand that is very good, it's very permeable, it takes the value of 1. If I have something more with clay, then it's not so good and it goes to close to 0. So that's the process where there is a lot of mistakes coming in. There's a lot of bias. You need to be very careful how to do a proper standardization. And the next, and then I will stop. The next is assigning the coefficients, the weights, because not every criteria is equally important. It's too much, you have to Okay, translate. Yeah. okay. Give me time. Sorry, okay. Получается, вот
вот когда вот эти критерии, они связаны с проблемой. То есть когда проблему поняли, и под эту проблему определяются эти критерии. То есть получается, для примера, какой-нибудь критерий, предположим, уклон. Уклон, предположим, от 0 до 30 градусов. И вот этот критерий, он определили, предположим. И следующий критерий — это почва, предположим. И почвы бывают разного типа, там песчаные, глинистые, суглинистые. И вот эти все характеристики, они как раз вот это вносятся. И потом все это надо стандартизировать, чтобы в ГИС положить, это какие-то эти, надо, вот, чтобы эти стандартные параметры были. То есть все эти параметры вносятся, и в конце концов надо ее все преобразовать в эту систему Буллина, то есть вот это, чтобы в конце концов была вот это 0,1, то есть да, нет. Предположим, вот эти все параметры там ложатся, и в конце, в самом нижней части, предположим, там это смотришь, там песок, предположим, глина. То есть в песку определяешь, предположим, цифру 1. А глина — это, предположим, цифру определяешь 0, потому что глина воду не пропускает, а песок пропускает, и цифру 1. И так все эти характеристики все рассматриваются, и все эти параметры вот под вот этот буллиновскую систему 0,1 подгоняется. И здесь как раз нужны хорошие знания и понимание всех этих процессов и что там имеется. Окей? Okay, so the next step is you explained about step 5, right? The weights, Wait, Jim? ага. Yeah, Yeah, weight. yeah, Okay. correct. Ага. Yeah, yeah, Мгм. yeah. So once we have these standardized maps with different relevance or different weight coefficients, we now use the GIS. We can use any GIS software like QGIS, ArcGIS, and so on to produce the suitability maps. The suitability maps, remember, there are three. One is the intrinsic, second one is the water availability, and third is the water demand. So each of them separate, and then with all three, we build the feasibility map. Why we don't build the feasibility map from the beginning? Because in the suitability, we have the intrinsic map which doesn't change. That's fixed. That's because of the local geology, local system. It is fixed. The other two, they change. The water availability might change with time. The water demand, it depends for what sector. It also changes with time. So we have one fixed map and two of them which are flexible. So that's why we keep them separate. And that's step number 7. And step number 8, the final step, is the validation of the map. And I will explain later how we do the validation. То есть получается, вот эти все вот эти, когда данные собраны, после этого, получается, определяется вес этих всех данных и готовятся различные карты. То есть вот когда этого говорилось, что вот эти 3 основных критерия основных, где можно эту технологию эти закачки воды использовать, по эти накопления в подземных горизонтах. То есть, другие факторы не смотришь, только где реально это сделать. Вот это такой тип карты готовится. Потом второй тип карты, где есть вода, откуда сорс воды делается. И потом какой демант, где спрос есть это. То есть вот эти различные типы карт подготавливаются, и все это компилируется. И вот это как раз вот эти все различные типы карт объединяются и смотрится, что получилось из этой компиляции. Now, in all the studies before, you have seen one map. Yeah, the result of this analysis is usually one map. Now, because two of the suitability maps, they might change over time. For example, the water demand, it depends in, we have here coastal communities, there are a lot of tourists in the summer, and they need more water than in the winter. So our our suggestion is to build more maps, not just one. One is just the soil intrinsic, but because of the different seasons, because of the different hydraulic regimes of the rivers, we might have
more results. One result, let's say, in the periods of low flow, one result in the period of high flow, one in the summer and one in the winter. So the map is not just one product. It could be several maps to reflect different water availabilities and water demands. Also, water demand for agriculture is different than water demand for drinking. That's why one of the messages to take home is not produce only one map, but produce more depending on what is the objective and what is the uh, characteristic of the project. То есть вот одной картой здесь не избавишься, предположим, в одной карте все показать, и вот, результаты всех этих исследований, это достаточно сложно. Поэтому в зависимости от цели, для чего и для кого, под это готовятся различные карты. То есть вот один тип карты, который говорилось, где можно как раз накапливать в эту, где можно закачивать подземные горизонты. И вот с другой тип карт связано, где есть вода. Предположим, когда весна, больше воды, и потом летом меньше воды, меньше подпитка. И получается, в зависимости от сезона, надо как раз смотреть дополнительные эти, то есть эти, модифицировать эти карты. Плюс, предположим, летом больше туристов и больше спрос воды. Вот третий критерий, который был по пользователям воды. Когда, предположим, туристов мало, то есть только местные жители, там меньше воды надо. И здесь тоже надо это учитывать. Плюс различные типы индустрии. Предположим, если какое-нибудь сельское хозяйство, оно много воды потребляет, и она тоже сезонная, когда больше надо воды растениям. Тоже вот эту карту надо это как раз адаптировать. То есть, резюмируя, этот ГИС очень хорош, подготавливать различные карты в зависимости от задач и кому что надо, и что имеешь. Окей? I will skip the rest because we are running a bit out of time. But the last point here in the list, which is I think the most important, is include institutions in the process, include stakeholders, the main stakeholders who are relevant for the area, include their opinion. Let's not build maps just by ourselves and then publish in scientific journals and then wonder why nobody is using them. It's not important just to build a map. It's important to use the map, to build it in a way that is used. And the way to make it useful is to include opinion of the institutions, authorities, and ministries and departments in the entire process. And here you see in the right the different steps where we included the stakeholder opinions. So in the problem formulation, of course, the most important, what is the problem? What's the water deficit? What is the demand? Constraint, they told us, no, this area is going to be developed for this purpose. You cannot build there, but that's not known at the moment. So it's information for the future. We need to get this information from the authorities. Criteria selection. You'll be surprised if you ask different institutions what is the most important criteria for them. Each institution will tell you different answer, because of course the farmers will tell you a different answer than the water ministry. So you need to incorporate all this information, and that's why we built a database with over 150 criteria. Of course, we're not building a map with 150 criteria, but we represent all these interests, we represent all the opinions, and we make sure that we have a range, a catalog of criteria that represents the interests of all the institutions. The weighting process, the assignment of weights, it's very, very personal decision. There is no way to it's not a perfect answer. You always have a personal opinion, and you need to collect more opinions to make the process solid and reliable. So the institutions, we developed questionnaires, we made interviews, and every person that we interviewed gave us a different coefficient. And then we incorporate these coefficients and make an average so that the result
is solid and is based on more opinions, not just one. So the message is involve stakeholders, including the last step, validation, bring the maps to the authorities and ask them to comment and maybe modify the maps again and do it again to make sure that you respect also the opinion of the authorities. I stress this as the most important factor, and it's not present in any of the studies before, but only like this we can make sure that our research is useful also by the authorities. Involve authorities in the research itself, in the methodology. Получается, здесь очень важно вовлекать кому это надо. То есть, если какое-то поселение, то есть участники должны быть пользователи. Предположим, если вот эти какие-то институты, министерства, там, водных ресурсов, еще что-то, то есть надо вовлекать их максимально во все эти процессы. И причем каждая вот эти организации имеет свое мнение. Сложность как раз в этом процессе, что, предположим, то, что надо фермеру, не обязательно надо другой какой-нибудь организации, то есть имеет другое мнение. И вот эти все мнения надо собирать, и они делают очень много критериев, у них вот даже вот больше порядка 150 критериев в базу данных вносят, и потом все эти критерии группируют. И плюс делают большие опросники. То есть, кому что надо, кто что сказал, и все, кто что думает по всем этим процессам и технологиям. Вот эти все данные собирают в большую базу данных и потом делают эти категории, разбивают по категориям. И потом, когда эти работы какие-то проведены, они спрашивают вес каждого этого критерия и выход, ну, то есть какой-то параметр определенный, и у участников проекта спрашивают, какой вес, насколько он приоритетен, предположим, для фермера, предположим, или для домохозяйки, там, предположим, для института какого-то, для министерства какого-то, энергетики, министерства водных ресурсов. То есть у них со всех они собирают все этих мнения и это все категоризируют. И задача именно как раз именно в этом, чтобы эти все исследования не были для научных публикаций, куда-то там H-индекс получил, и никто не пользуется этим. Как раз именно сложность в том, чтобы вот эти научились, понимали эти карты и понимали вот это, то, что они исследуют, и могли в практических задачах использовать. Это вот достаточно сложный процесс и требует больших усилий. И поэтому, когда они что-то там проделают, они делают эту валидацию. То есть вот это проделали все процессы, исследовали, весы сделали, и потом этим администраторам каким-то дают всю эту информацию, чтобы они свои мнения дали, что они там поняли, что нравится, не нравится, потом следующую валидацию. То есть это достаточно такой долгий и сложный процесс, пока это до золотой середины дойдут. Окей, thank you. Okay, an example of the stakeholder mapping and analysis, we went to make interviews with all the relevant authorities, and I will explain one of such diagram. The dark blue is the local stakeholders, the middle is the regional stakeholders, and the outside light blue is the national stakeholders. So we differentiate between the local, regional, and general stakeholders. The colors here represent the different societal sectors. Red means policy, governance, so that's more the government. Yellow means practitioners, so companies and enterprises. And green means research and scientific institutions. So it's not only the ministry, but there is a wide range of institutions that are responsible for implementation of Malachak charge. And the three segments means the three suitability maps: intrinsic, water demand, water availability. So we went to the catchment, to the watershed, and identified local stakeholders, regional stakeholders, national stakeholders from different like government, companies and academic institutions
for each of these type of data that we need, and we put all this in one diagram, and now we know who is responsible for. So when we build the maps, we know where to go, what kind of information to ask, and with whom we are talking with. То есть, получается, это достаточно комплексная задача. И, то есть, вот то, что вот темно-синим показано, это местные, то есть какое-то малое поселение, это вот оттуда это мнение собирается. Вот следующий уровень, следующий светло-синяя такая, это уровень вот региональный. То есть и наиболее светлое это более общего такого типа, более как федеральный уровень. И потом каждый вот этот цвет, предположим, здесь красный, зеленый, желтый цвет, и каждый из них представляет мнение определенной группы людей. То есть вот это как красненьким цветом это местные жители, потом вот эти зеленые, то, что в зеленом, это вот исследователи, ученые, что собирают, и потом еще вот желтые, это вот эти технари, и у каждой группы этих людей есть свое мнение, что, как и делать, и для чего все это надо. И как раз они вот такие диаграммы собирают и делают большие опросники, систематизируют и разбивают, где оптимально сделать вот эту как раз накопительную систему в этих вот горизонтах. И потом это все связывает, какой есть спрос и где есть вода. То есть это достаточно комплексная задача большая. So we follow the methodology that I explained before, and we produce for each of these 4 regions a set of maps. These are only 2 for each map. They're representing 2 objectives. They look similar at the first look, but they are not. They have different classes, and they are all showing the feasibility of managed aquifer recharge, like from very low feasibility to very high. And with the gray color, you see also the constrained areas. And here in Cyprus, I give you an example of constraint. In this picture in the right, C1, you see that half of the country is gray. This is Northern Cyprus. Northern Cyprus is separated from Southern Cyprus by political reasons. Was occupied by the Turkish. Голос пропал у него. Sorry? Нет, все слышно, Асет? Слышно. Yeah, it's okay, yeah. The They said constraint, they don't. the constraint, the constraint is the gray area. Half of the country was removed from the analysis because it was under Turkish occupation. So we, from the European side, we are not allowed to go there to collect data. We can go there as tourists, but the European Commission does not allow us to do research there because this area is not recognized by the European Union. So this is a political context, and we cannot do interviews with ministries there because these ministries do not have the authority that is recognized by the European Commission. So that's a very large area. It's almost half of the country that has to be removed. In the other countries, it's very, very small areas. For example, here in Tunisia, you see some small lands which are, for example, here's the beach, and here's a wetland. It's a UNESCO protected wetland, so we cannot build managed aquifer recharge on this strip. This is an example. You see here this like a stripe. This is the river, and areas close to the river are very suitable because you have water availability. So these maps can be interpreted in different ways. Here in Spain, you have some white areas. These are the constrained also. It's a natural park and natural reserves, which cannot be used for managed aquifer recharge. Получается, вот различные типы стран, вот то, что вот самое вот это внизу, две вот эти, эти остренькие, это Кипр. И потом вот наверху первый это Тунис, и вот это Испания.
То есть вот 3 территории, для примера, он показывает. И получается на Кипре, вот то, что вот этим серым таким цветом показано, это Северный Кипр, он принадлежит Турции. И вот чисто из-за политических вот этих действий, то есть сложность вот на Северном Кипре какие-то исследования делать. Хотя геологически было бы разумно все это сделать, потому что одна территория и все эти исследования. Но чисто из-за политических запретов, за то, что территория это разделена на две эти страны, северная это принадлежащая Турции, и вот эта южная, более европейская и больше связанная с Грецией, там они смогли вот эти все исследования сделать. Вот это как раз вот это в категории этих, то есть сложности каких-то там, вот то, что говорилось, вот военные какие-то, заповедники, еще что-то, где вот чисто это сложно собрать данные, где запрещено делать. И вот по Тунису, то есть вот справа тоже, вот видите, какие-то там вот эти линии, это тоже вот заповедники какие-то, и вот эти серые цвета — это все заповедники, где запрещено что-либо там делать. И там накопительные такие системы, им нельзя делать. Поэтому вот эти регионы сразу же на ГИСе, вот эти в картах они определяют такие места и сразу же убирают из исследований. Потом вот как раз вот, если вот 2 верхние вот видите, там вот эта линия идет, это вот, это водная часть, там какая-то речка идет. И здесь как раз эта зона такая благоприятная для накопления воды. И следующие вот 2, вот зелененькие — это Испания. Здесь у них территории эти какие-то заповедники. То есть они тоже исключили, на территории заповедников им нельзя было вот эти всякие штучки делать. Окей? The entire methodology and also the results of the mapping was published. So these are the 2 articles that show the results from Cyprus and from Portugal. Tunisia is now under review. And here are the reports that show the methodology. It's free to download. So if you want to learn more, or you want to use this methodology, and also the list of the criteria is published here. Those 150 criteria is explained in these 2 reports. So you are free to access this website and download the reports if you want. То есть, получается, все вот эти исследования сделали, и вот это публикации сделали 2, и здесь вот отчеты сделали. Вот по этому линку все это можно скачать, все эти критерии, все этих 150 критериев, все это показано в этих отчетах, можете скачать и изучить более детально. At the end of the presentation, a short example of how to build these maps using the Innovas platform, which is a website that web-based software that my group developed over the past years. And we have here a web-based tool for building. So it is a WebGIS tool for building Manachak feature suitability maps, but it can be used for any multi-criteria decision analysis, not only for MAR, for other purposes as well. So I will show you a brief example how does it work. То есть вот это все, что было сказано, можно использовать все эти инструменты. Они как раз на веб-сайте открытые, и можете использовать для этих исследований. Но они годятся, вот эти мультикритерийные эти данные можно использовать для других целей, также, не только для закачки воды в горизонты. То есть сам принцип, методология может быть использована для других задач. So this is a screenshot from the software. The first step is to define the criteria. So we have here the name, the type, and the unit. The type means there are two types, discrete and continuous. The slope, which is has values, let's say from 0 to 30%, that's a continuous. And the soil or the land cover is a discrete because these are different classes. So you can define the criteria here in the first step. То есть вы как раз вот на экране видите вот эти критерии, можете выбрать и определить, какая дискретная или непрерывная. Все вот эти данные сюда вводите. In the next step, you can select a method for weight assignment. There are different methods, and you can choose one of them. То есть вы выбираете метод,
какой метод вы используете. То есть в предыдущем слайде там он говорил, что вот это какой уклон там от 0 до 30 градусов можно выбирать. This is one of the method that we use, the ranking method, which means just arrange the criteria in the order of priority, so you can decide which one is more important, and then arrange them from most important to less important, and the tool is calculating the weight based on the different algorithm. То есть здесь вот как раз показано это ранжирование по уровню важности, который первый приоритет, там второй, что более нужнее, что более ценнее. Мгм. The next step is to upload the individual maps. This is just a simple example of, let's say, a map of 10 by 10 pixel that is a raster map. So you have to upload for each of those criteria: land cover, geology, slope, and so on. То есть вы должны вот эти карты закачать, вот как раз простейшая вот эта карта показана, это этих уклонов. And here also you can define the constraints, you can do the reclassification, and then you get the final map with values from 0 to 1. So it's done in this step. То есть здесь вы как раз вот вот эти запретные зоны, то, что говорилось, где там военизированные какие-то там заповедники, вот эти ограничения все вводите, и потом это разбиваете, классификацию делаете, и получается это выход, финальный продукт. So we have the weights calculated by different methods. You can also compare. You see that different methods might give you slightly different results, but then um, you can define the stability classes. So you can assign here colors and values like from 0 to 0 0.2, 0 0.2, 0 0.4. So these are the final suitability classes, and this is then the final map. And in this example, we have a map from one of the users who built the map with the Innovas platform and then built it also in QGIS. And you see here different colors, of course, but the results are the same. So we have the possibility to construct such maps on the web. And the advantage is that we can choose different weighting systems, and then we can build this together. That means you can send a link to the stakeholders, let's say scan this QR code, and then the stakeholders can do the weighting by themselves, this one here. So they can arrange their values by themselves. And this way, it's not just one person who does the maps, but it's a joint exercise by multiple people, and it has a much more solid result. То есть получается вот эта система ранжирования, для кого что там важнее, как у кого там это более этот приоритет важный, каждый может свое мнение дать, для кого что в первую очередь, что во вторую очередь, что в третью очередь. И вот это ранжирование каждый человек может сам поставить. И потом вот эти параметры, вот эти цвета, все это можно, дизайн какой-то сделать. И потом это на выходе получается карта, которая вот была показана. И причем вот у них один из его участников, кто изучал все эти процессы, он сделал по этой методике, по вот этому веб-платформе, и плюс на QGIS отдельно сделал. И они получились такие похожие. Вот то, что слева и справа, они, видите, более-менее идентичные. И вот эти все вот эти карты можно передавать, этим, конечным пользователям, чтобы конечные пользователи тоже смотрели и свое мнение говорили. И можно их вовлекать, и вот эти инструкцию эту показывать, чтобы они выбирали свои критерии, что для них важнее. И можно многим так, этим конечным пользователям дать, чтобы каждый человек там свое мнение дал, и потом это компромисс находить, более какую-то золотую середину. От всех мнений соберешь и что-то золотую середину, среднее выведешь. Окей, very good. So conclusions, the GIS multi-criteria decision analysis is very important to determine the feasibility. The maps are easy to produce and many data sets are available.
we have the possibility to add more information, not just intrinsic, but aquifer, the water demand and water availability, and they are very efficient to engage with stakeholders and to have a participative process. And you see here in the diagram in the right, different forms of presenting groundwater data to the stakeholders. So the maps are very useful for engaging with the authorities, and very recommended. But my most important message is not only show the map to the authority, but involve also authorities in the process. То есть, получается, вот это геоинформационные системы с этими, с возможностью многокритерийного отбора очень важен и удобен. И вот принципиально, когда получите конечный результат, не просто отдать конечным пользователям, там, администраторам, еще кому-то, министерству или там эти регионы какие-то, а вовлечь их в процесс, чтобы они тоже вот это участвовали и могли это принимать решения и участвовать в выборе всех этих критериев, и тогда это будет такая большая польза. Окей. Okay, thank you very much for inviting me. I apologize that it was a bit longer, but I did not include the translation, so I'm a bit over time. I'm sorry for that. Презентация моя связана с использованием GIS-технологий и данных дистанционного зондирования в гидрогеологических исследованиях на примере Махтаральского массива орошений. В последнее время GIS-технологии и данные дистанционного зондирования область применения очень со временем расширяется, и в гидрогеологии мы тоже попытались максимум использовать эти технологии, и в этой презентации я вам покажу два метода. Это комплексное использование дистанционного зондирования в комбинации с GIS-технологиями и гидрогеологическим моделированием, что в итоге, как оно влияет на урожайность. И второе, картирование засоленных участков с помощью дистанционного зондирования. Коротко о регионе работ. В самом юге находится территория исследования как полуанклав, то есть с трех сторон граничит с другим государством. На севере имеется большой водоем, Шадаринское водохранилище, которое, в свою очередь, имеет огромную роль в водном балансе данного региона. Аридный климат, основной источник орошения земель здесь является межгосударственный канал Тосток. Общие площади орошаемых земель здесь 147 тысяч гектар. Из них больше 100 тысяч выращиваются хлопковые культуры. Первое, здесь показываем схему исследования, то есть мы собрали с 2013 по 2021 год карты уровней грунтовых вод за каждый год, карты минерализации грунтовых вод, карты засоления с 2013 по 2021 год, и на каждый год на каждый сезон по одному снимку собрали снимки со спутников Landsat среднего разрешения. И получается, мы, сопоставляя все эти карты, мы выявили участки с наиболее благоприятными гидрогеологическими условиями для выращивания хлопковых культур и наиболее критические условия выращивания хлопковых культур. То есть далее мы связали это все с данными, с обработанными индексами Landsat среднего разрешения. То есть мы рассчитали такие распространенные индексы, как ARV, NDVI, IPVI, TDVI, SAVI, MSAVI, MTVI и NDSI,
все эти пиксельные значения данных мы максимум, минимум, средние значения добавили в атрибутивные данные этих контуров. Также дальше мы это все связали с осадками, с урожайностью хлопка и температурой воздуха с данными. В итоге у нас получились хорошие данные. Здесь мы показываем, как мы вели оцифровку хлопковых полей. При оцифровке использовали тоже данные уже здесь Sentinel с уклоном на инфракрасный цвет, так как он наибольше других каналов, по сравнению с другими каналами, отражает участки, где с густой растительностью. И мы смогли создать контура более 4000 орошаемых полей. Далее мы, сопоставляя все вот эти карты уровней грунтовых вод, карты минерализации грунтовых вод, карту засоления, выявили вот два участка, как вы видите на слайде, красным и зеленым цветами выделены. То есть, что значит критические условия? Это где уровень воды в течение 8 лет, с 13 по 21 год, находилась выше уровня, критического уровня, минерализация подземных вод находилась выше 3 граммов на литр, и засоление почв тоже было с очень засоленными почвами. И в итоге мы выделили участки с более 5000 гектаров с критическими условиями и более 4000 гектар с благоприятными условиями. Далее мы эти условия нанесли на именно хлопковые поля, выделили выделили 4000 гектар с 74 хлопковых полей в условиях критических и 70 хлопковых полей, более 2000 гектар с благоприятными условиями. То есть здесь тоже мы выделяли разновидности хлопковых культур, выращиваемых сельскохозяйственных культур, на такие как основные хлопок, рис, бахчевые по их спектральным кривым, по их отличительным характеристикам. Так далее. Вот здесь на графике мы создали 3 временных зон. Это первая зона с марта по май, где всходов еще нет, где обработка земель, и в основном это голая почва. Потом с июня по август, где пик вегетации идет, и с сентября по ноябрь, это уже когда сбор урожая идет. То есть с 2013 года по 2021 год каждый снимок по сезону четко попадал в эти временные рамки, чтобы увеличить точность этих исследований. Также здесь в атрибутивные данные мы вносили данные как максимум, минимум, среднее значений пикселов. То есть каждый индекс рассчитывался по каждому контуру. То есть все индексы, входящие в определенный контур, рассчитывалось минимум, максимум, среднее значение и добавлялись в атрибутивную таблицу для использования в дальнейших расчетах. В итоге у нас выявили такие данные, как спектральные вегетационные индексы, как SAVI и NDVI, и хорошо могут отражать урожайность хлопковых культур на орошаемых массивах. То есть в участках с благоприятными гидрогеологическими участками, условиями, вегетационные индексы в основном
больше на 10-15%, чем в критических условиях. И данные NDWI и MNDVI, водные индексы в благоприятных участках также выше на 15-25%. Индексы засоления, как NDSI, ниже, чем в критических уровнях, около на 18%. И следующий этап у нас уже регрессионный анализ и картирование засоления почв. То есть мы здесь на первом этапе идет выборка, то есть за 1 год мы выбрали все доступные снимки среднего расширения Landsat. Далее по всем снимкам выявили распространенные индексы засоления. Это NDSI, Salinity Index 1, Salinity Index 2, CI. В общем, по 7 индексам и по 10 снимкам, по всем посчитали индексы. И все все пиксельные данные мы внесли в атрибутивную таблицу shape файлов. То есть у нас были точки физического отбора заселения. Эти точки были нанесены и на карту, и на эти шейпы в атрибутивку добавили их значение по индексу засоления. По методике проведения солевой съемки по Казахстану солевая съемка проводится раз в 5 лет. То есть в течение 5 лет именно на этом участке ситуация по засолению сильно меняется, потому что здесь проводятся мероприятия по промывке соли, орошению, обработка почвы и так далее. Все это очень сильно меняет ситуацию в течение этих 5 лет. И данные, которые получаемые каждые 5 лет, не всегда отражают конкретную ситуацию. Для этого мы предложили решение проблем с помощью дистанционного зондирования. То есть мы вот здесь на карте вы видите черные точки, это точки физического отбора. Их мы нанесли на карту, оцифровали. И далее мы рассчитали и выявили в нижнем правом углу, видите, формулу. Эта формула выявлена с помощью регрессионного анализа, который как раз-таки с помощью калькулятора, если эту формулу применить, выводит вот эту карту. Вот эта карта у нас сопоставляли со значениями физических отборов с данными солевой съемки, и у нас он выдал сходимость 81%. То есть коэффициент корреляции 0,81 – это очень хороший результат для данных работ. Также вторая часть моей презентации – это презентация беспилотников, применяемых в нашей лаборатории Института гидрогеологии. У нас имеются 3 беспилотных летательных аппарата. Это мультиспектральный, для инженерных съемок. И эта часть моей презентации предусматривает, то есть показ участникам, офлайн участникам, их характеристики, их разновидности, как их применять. Вот мы планировали сегодня полетать с участниками, и надеюсь, на это у нас будет время. Спасибо. Есть ли вопросы по презентации?